Ну что, это великолепное архитектурное здание, это Полин, музей евреев, вообще их история. Так поняла, один из самых великолепных в мире на эту тему. Поэтому сейчас мы все здесь изучим. Да, впечатляет, насколько я поняла, и архитектура, и вообще подача всей этой темы здесь какая-то невероятная. А музей моя слабость, поэтому идем. О, другое дело, мне дали гид. А еще самое главное, что он автоматически переключается между залами в зависимости от того, как вы будете перемещаться. Класс. Друзья, как я хорошо, что взяла аудиогид. На самом деле тут такая удивительная информация, которую обязательно хочу с вами поделиться. Во-первых, это удивительное здание получило награды, международные премии архитектурные. Как я и догадалась, построил ее финский архитектор. И если вы видите, вот стены, они вот такие вот бежевые, которые должны напоминать такую израильскую пустыню. В этом-то вся идея. Дальше, что есть музей построен, собственно, на месте, где была еврейская гетто во время Холокоста. Вот. И вот это, видите, такая вот форма, разрыв тысячелетней истории, в общем-то, в судьбе евреев, который случился из-за Холокоста. В общем, это удивительная, на самом деле, информация, удивительное архитектурное сооружение. Да, это очень красиво. 1000 лет истории польских евреев. Да, очень интересно. Я думаю, что это будет одновременно и интересная, и достаточно трагичная выставка. Тут начинается экспозиция. И на самом деле здесь стекло, на нем лес. И очень интересные факты, что, собственно, так и назвали этот музей Полин. Как бы отдохни здесь. Это почему так назвали? Потому что когда евреи искали место, где они смогут спрятаться, еще в Средневековье, им упал в лесу лист, на котором было написано, что там Польша, Полин, идите в Польшу. И они пошли в Польшу, и так и назвали, собственно, Go to Polania, да. И, в общем-то, так они оказались тут. Да, то есть они пришли в Полин, видите? Да, такая вот божественный промысел, ну такая вот легенда. That's why it's called Полин. First spoke Israel when they came to the land. Полин, rest here. Типа остановитесь здесь, или можно, не знаю, как перевести правильнее в контексте этого, наверное, что вот здесь вы найдете как бы покой и отдых. Очень красивый музей, очень много текста на стенах написано. Такой вообще он очень интерактивный. И озвучка везде. Ну вот лично мне очень сложно читать, очень много разных языков, то польский, то английский. И мелковат текст, конечно. Мне сложновато писать, читать. Столько интересных фактов в аудиогиде. Это вообще его просто необходимо взять. Без него этот музей бы вообще ничего не значил. Все эти чтения на стенах, это все не то. В общем, очень интересный факт, что во времена Речи Посполитой Польша называли ее раем для евреев, потому что они даже немножко с ухмылкой это говорили, потому что евреям слишком хорошо, казалось, живется в Польше. У них был свой квартал. Сейчас я даже покажу. Вот видите, очень большой квартал был в Кракове. Краков была тогда столица. И вот это был все польский квартал. Представляете? И размеры. Вот. И
собственно, в Кракове, в Польше, было самое большое количество евреев, которые проживали вообще во всей Европе в те времена. И вообще во времена Речи Посполитой Польше было огромное языковое разнообразие. И меньше всего, в общем-то, было нападений, покушений и преследований на евреев в те времена именно Польша, поэтому, в общем-то, здесь они и жили, и обосновались, им давал защиту король, поэтому вот такая вот интересная часть истории. Ну, вот еще очень интересное полотно, оно из собора. И, собственно, там одна картина, видите, большая, и вокруг несколько других. И оно, собственно, символизирует о том, что в Польше были в те времена такие как бы законы, такие установки, что независимо от твоего происхождения, независимо от твоей религии, но перед смертью все равны. То есть религиозное было равенство, и преследовать не могли. Каждый мог выбирать свой язык и свою веру. Вот такие здесь были. Вот не зря. Все, понимаете, все в истоках. Поэтому вот даже сейчас я вот здесь, в Польше, и я практически мало что о ней знала, но так легко их дышится здесь. И многие, почему украинцы даже здесь остаются жить и даже там возвращаются из Германии, потому что действительно здесь такой вот этот воздух спокойствия и свободы, он присутствует до сих пор. И это прекрасно. Собственно, было процветающим достаточно польские евреи жили на территории Польши, пока не началось восстание в 17 веке. И, собственно, тогда очень много пострадало евреев во время восстания. И, кстати говоря, Богдан Хмельницкий, он как раз это восстание и возглавлял. Какой же великолепный музей. Собственно, как выглядел город в те времена. Да, украинский, белорусский, литовский. Еще в те времена столько было языков и различных культур здесь, на этой территории, все уживались. Интересно, деревянная синагога. Они никакие не сохранились, деревянные, но восстановили эту. Красиво очень. Еврейская улица. Ну что, начинается самая тяжелая часть этого музея. Прям даже не знаю, тяжко даже заходить. Для меня всегда Вторая мировая война — это какая-то нереальная боль, когда все, что касается этого. Начались такие страшные кадры, такой страшный диогид. Такие вещи происходили, конечно, когда ты это все видишь глазами, слушаешь. Я вообще не могу дышать, я не знаю, как тут, честно говоря, все это все смотрят. Эту я часть буду пропускать или быстрее идти, потому что, честно говоря, прям аж начала задыхаться. Настолько мне тяжело, до слез просто. Если еще 5 минут здесь пробуду, мне кажется, я начну просто реветь от этого ужаса. Хорошо все так начиналось в этом музее, оптимистично. Ну, честно говоря, выхожу оттуда просто тяжко. Как началась Вторая мировая война,
смотреть в этих залах просто все эти фотографии, читать эти все подробности просто очень тяжело. Поэтому будьте готовы. В этом музее будет не только приятная сторона истории, но и мрачная. Не, ну вы можете себе такое представить? Вышла из этого музея, у меня прям такая тяжесть, я все ходила, прям так тяжело было, особенно с проекцией на Украину, когда на это все смотришь, так это просто сердце разрывается. Представляете, я сажусь в такси, открываю новости, и там в центре города Харьков, там просто там 20 уже пострадавших, разгромили, просто там такие жуткие кадры, вот ровно то, что я видела в музее. И это просто кошмар, я не знаю, у меня прям на сердце, ну блин, это, конечно, просто, это фашизм. В наши годы, это, я не знаю, у меня на сердце так тяжело 2 января, когда все люди гуляют, центр, ну, это вообще просто какой-то кошмар. Ужас и кошмар. Я когда вышла, знаете, из этого музея сейчас, думаю, боже, какой вообще низкий уровень сознания вообще. Кто эти люди, вообще с какой они планеты, потому что я явно не с их планеты, а с какой-то другой. Откуда вообще это внутри может взяться желание уничтожать другое, это вообще какой-то другой уровень существования вообще на Земле. Я не понимаю, я не знаю, как с этим рядом жить, как в этом рядом существовать. И вообще, как бы, хочу вернуться куда-то, не знаю, с Сириуса назад, туда. Потому что, ну, как бы, это конечно, жесть просто. Я в шоке. Эти кадры у меня прям сердце. Вот. Империализм, пожалуйста. Нацизм, империализм. Кошмар. Даже в такую немножко слякотную погоду. Очень приятно и красиво в Варшаве.